Добрый день! Сегодня я получила свой очередной журнал Отобра. Это журнал с детскими летними выкройками. Я давно его хотела себе купить, а тут как раз на Вайлдберрисе была скидка на него, и вот по этому случаю я его прикупила. Как видите, это старый выпуск, аж за 16 год, но мне очень там нравятся некоторые выкройки на мою дочку. Итак, переходим к самому журналу. Как я уже сказала, здесь выкройки детской летней одежды. И первые модели, которые мы видим, это на мальчике футболка с рукавом реглан и укороченные трикотажные штанишки на манжетах. А на девочке трикотажная туника, украшенная бахромой из этого же трикотажа, что и сама туника, и свободные хлопковые панталоны. Далее смотрите, какой милый костюмчик для малышки. Это расклешенный топ, украшенный аппликацией, и свободные шорты, вот по форме напоминающие шаровары. Видите, как они вместе смотрятся здорово. И вот эта шапочка, я от нее без ума. Очень хочу где-то найти вот мастер-класс, как подобную шить. Также обратите внимание на купальник. Надо сказать, в данном журнале есть такая рекомендация, что купальник шить из обычного трикотажа, не специального для купальников, а именно из обычного, потому что для детей они быстро растут, и поэтому неважно из какого материала. А здесь две модели купальников для девочки и для мальчика. Причем для мальчика купальник на молнии по форме напоминающий плавательный костюм для серфингиста. Такой костюм защитит малыша от солнца. Да, кстати, и первый, и второй купальник для девочки обработан бейкой из обычной рибаны. А вот это одна из причин, почему я купила данный журнал. Мне нужна была выкройка купальника. Та выкройка, по которой я шила раньше купальник для своей дочки, нам уже мала. А она у меня ходит в бассейн, и мы любим постоянно менять купальники. И теперь я буду шить ей купальники по этой выкройке. И также вот эта вот модель платья, посмотрите, мне она очень симпатична. Вот эти вот две модельки, топ и капри, я также хочу шить для своей дочки. Она давно хотела, подобные мы видели в Спортмастере, но дорого они там стоят, поэтому я лучше их сошью сама. И также вот этот вот защитный купальный костюм здесь уже представлен, ну, как на маленького мальчика, так и на большого. Также он застегивается спереди на невидимую молнию и удобен в использовании. Эти костюмы, кстати, можно шить и для девочек. Ну а здесь мы видим модельки для совсем маленьких грудничков, даже я бы сказала. Смотрите, здесь симпатичная туника такая со сборкой на кокетке. Шортики, которые можно шить из разных остатков трикотажа. Видите, там они в данной модельке они вот шортики из 3 цветов аж состоят. И ветровочка, легкая курточка такая вот на непогоду. А здесь для мальчика футболка, посмотрите, которая сбоку застегивается вот тут вот на плече. Шорты из поплина и такая же курточка, что вот нам была представлена для девочки. Да, обратите внимание, шорты по низу брючин сзади, видите, они сосборены на резинку. И опять для малышек нам тут представлены два костюма. Один это топ расклешенный и вот шортики такие вот, панталончики. Очень удобные, смотрите, с аппликациями, что шортики, что топ. И второй комплект, он уже из хлопка. Это трусики такие под подгузник и туника свободная. Это уже из хлопкового материала. Ну а здесь мы видим парад моделей, представленных в этом журнале. Здесь модельки для малышек. Тут уже ниже для детишек постарше. И совсем внизу, прям вот уже на подростков с ростовкой до 170 сантиметров. Тут находится размерная сетка. А далее подробное детальное описание каждой модели, то есть из чего состоит сама выкройка, какой расход материала, из чего лучше шить, и подробнейшее описание, то есть все-все-все, что вам нужно для каждой модели, здесь вы найдете. В центре журнала располагаются непосредственно сами листы с выкройками. А здесь, обратите внимание, два мастер-класса. Как сшить воротник со стойкой и мастер-класс для брючной застежки молнии.
Ну а здесь мы видим комплект уже на подростка. Это вот такие вот хлопковые брюки карго с объемными карманами сзади. И трикотажная футболка с рукавом реглан, но она декорирована такой застежкой. Спереди вот планочка с застежками. Ну а здесь модельки для девочки. Это вот такие вот укороченные брючки капри и блузка. Она свободная. И у нее вот изюминка, это то, что спинка у нее кружевная. Видите? Она такая вот симпатичная кружевная спинка. И воротник спереди выполнен в форме двух целующихся голубков. Вот я вам сейчас поднесу поближе, чтобы вы увидели и спинку кружевную, и воротничок. И опять модельки для малышек. Это, посмотрите, такие темные хлопковые панталоны и хлопковая же туничка для девочки, а также вот такой вот симпатичное платье-сарафан, я бы сказала. Тоже хлопковый. Можно, кстати, из льна его шить, тоже мило будет смотреться. Вот такое вот симпатичное платье я также планирую шить для своей дочки. Особенно мне в нем понравилась спинка. Видите, какая она оригинальная на лямочках, и лямочки еще украшены бантами. Также можно сделать к этому платью нижнюю юбку из какого-нибудь прозрачного фатина, сетки или тюля. А для мальчика здесь льняные брючки и хлопковая рубашка. Далее мы видим симпатичные хлопковые бермуды с поясом на резинке. Их можно шить также и для девочки. Футболка с рукавом реглан и рубашка с коротким рукавом. Ну а здесь, посмотрите, милый трехцветный бомбер для мальчика. Он полностью на подкладе. Также здесь видите хлопковые шорты. Они с такими объемными сзади карманами, куда можно положить ребенку все что угодно. И вот на девочке вот это вот милое платье симпатичное. Спереди планка на пуговичках, оно с воротником и трехъярусная юбка. Просто я влюбилась. Здесь мне на девочке понравилась вот такая вот свободная пестрая туника. Она по горловине идет на сборке и сама такая имеет свободную посадку, расклешенная модель. И также вот эти вот шортики вот замечательные. Сошью своей дочке их из льна, наверное. И вот эта вот курточка, она, кстати, выполнена без подкладки. Очень удобная модель. Вот смотрите, здесь она для девочки, а здесь вот уже в черном цвете для мальчика. Правда? Оригинально смотрится. Все та же футболка с рукавом реглан, только в другой расцветке. И шорты. Но, надо сказать, эти шорты, они с задним швом, а вот переднего шва у них нет. Мне вот они как-то не очень понравились, но там уже кому как. Шорты, кстати, трикотажные. Вот этот вот комбинезон летний на девочке очень милый. Но если я его буду шить, я сделаю его не на пуговичках, а на молнии, чтобы быстрее и удобнее расстегивать. Ну и платьишко летнее такое, с рукавами-воланчиками, симпатичное. А на этом все. Надеюсь, вам, так же как и мне, очень понравился данный журнал. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал.